Excuse me, please, make way known. Excuse me. Až už do strany. Привет! Через 10 минут будет 12 часов, а это значит, что на Пражском граде будет проходить красивая смена караула. Я бываю здесь редко, и Пражский град в целом не жалую в выходные дни, но ради такого я решила приехать и показать вам, как происходит смена караула в главной достопримечательности Чешской Республики, а именно в городе Прага. В том месте реконструкции, которое я вам показывала, там есть прекрасная штука, что когда вы встаете, я вам покажу отдельно фотографию, когда встаете на вот это вот колесо прямо в середину, то вокруг вас создается вакуумное такое эхо, и вы можете слышать сами себя. Welcome to самое туристическое место. Фотографии здесь можно делать только если садиться на пол. Я, честно, не очень люблю Пражский град, потому что здесь, особенно в выходные, огромное количество людей. Плюс, чтобы попасть туда, вон туда, нужно покупать отдельные билеты, а я не очень вам советую это делать. Давайте встанем куда-нибудь, где поменьше народу. Я считаю, чтобы сделать красивые фотографии, нужно обойти Пражский град с главного входа и прийти к вот этой его части. Тогда фотографии получатся намного объемными, красивыми. И вон там
есть люк, вот этот, который в целом может быть для вас ориентиром для того, чтобы сделать классные фотки. Давайте я поверну. Получится, что вот ваша фотография, она вот так вот полностью все вместит. Значит, давайте так, будем ориентироваться на то, насколько я знаю. Как-то раз мы здесь были, мне рассказывали, что, во-первых, вот эта штука из золота сделана. Это насколько я знаю. Дальше. Вот здесь у нас располагаются все знаки зодиака. Тут огромное количество людей, которые будут все время лазить в кадр. Вот они, знаки зодиака. То есть 2, и вон там еще 4. Тут можно войти внутрь, чтобы, собственно, подняться на самый верх. Вот, но если вы хотите узнать какую-то историческую сводку, то это вообще не сюда. Здесь я вам просто покажу все, что у нас есть вокруг Пражского града. Я покажу сам Пражский град, покажу 2 смотровые площадки и что еще есть недалеко от Пражского града. Мне из всего комплекса нравится больше всего вот эти 2 здания. Они какие-то прям такие, знаете, как будто из Эдинбурга. Что-то такое. Вот, здесь также есть одно кафе с красивым видом. Я приложу фотографии, я не буду туда заходить, я покажу, где находится. Называется, по-моему, Палац Лобковицы. Сейчас мы до него дойдем. Это все на территории комплекса. Там классно, да. Там, особенно летом, там вообще шикарно. Ну, смотрите, я вас очень люблю, но там такое месиво, что я обратно потом не хочу идти. Следующим образом. Я на карте покажу этот ресторан и покажу эту смотровую площадку. У меня фотографии, видео оттуда есть, поэтому в целом нет необходимости. Мы лучше с вами походим вокруг Пражского града, и я покажу более интересные, красивые места помимо самого града. Еще есть один лайфхак. Это основная дорога, а это второстепенная дорога. Мы с вами пойдем по второстепенной дороге. Там меньше людей, мало кто туда идет. И мы хотя бы немножечко сможем вздохнуть. Кстати, если обращать внимание вот на это здание, то у него располагаются горгульи. О май гад. Это труба. Окей, сори. Вот, и, конечно, Пражский град стоит смотреть со всех сторон, разглядывать его, и для этого, возможно, лучше посмотреть какой-то познавательный контент, чтобы понять, что к чему. Но, насколько я знаю, здесь только внутри, по крайней мере, сохранилась одна маленькая часть от действительно того времени, от старого времени. Все остальное было достроено уже плюс-минус в наше время, если так можно выразиться. Я попробую найти инфу касательно всего этого, но ничего не могу обещать. Есть золотая улочка, на которую можно, кстати, прийти вечером, и она будет бесплатной. То есть не обязательно платить за нее. По-моему, после 4 я посмотрю еще в интернете и напишу вот здесь вот, во сколько можно... она такая нефокусированная. Ну ладно, во сколько можно на нее прийти бесплатно, чтобы не платить деньги. В целом, я не могу сказать, что там супер какое-то большое разнообразие чего-то. Просто маленькие домики, какие-то рукодельные штуки. Ну и, собственно, все. То есть платить за это обязательно не надо. Смотровые площадки можно сделать крутые фотки, а вот около самого собора фотографии сделать крайне сложно. Возможно, если у вас есть добрые друзья, которые вам сделают красивые фотографии, то вам повезет. Выходя с территории собора Святого Вита, мы приходим на какую-то площадь, о которой как-то раз экскурсовод мне что-то рассказывал, но я ничего не помню. Что-то там, куда-то там. Вот, поэтому давайте обойдем и выйдем через ворота, где была смена караула. Вот этот фонтанчик. Я постараюсь в интернете найти информацию специально для вас, чтобы вам было интересно. Но у меня слишком все плохо с памятью. Это было в 2012 году, камон. Это было 12 лет назад. Я уже толком ничего и не помню. Но приятно вспоминать, что
я была здесь 12 лет назад. Не то чтобы как бы в целом, что первый раз моя нога ступила сюда 12 лет назад. Это классно. И реально Прага была моим первым городом в Европе. Ну и, собственно, вот мы с вами выходим там, где проходила сама церемония. Раньше здесь выход был закрыт, сейчас его снова открыли. И сегодня у нас прекрасная солнечная погода. Вот так. В общем, если вы вышли с Пражского града, то обязательно зайдите вот на эту выставку. Прямо вот вы оттуда выходите и сюда заходите. Потому что здесь реально очень красиво, туда правда стоит сходить. Иногда бывают бесплатные выставки в этом палаце, но даже и за деньги стоит сходить, потому что там несколько этажей. Блин, короче, прям реально очень классно сходить. Давайте я вам покажу. Хотя бы чуть-чуть. У меня есть фотографии, может быть, я даже приложу фотографии вам отсюда. Значит, мы сейчас с вами подойдем к Лоретте. В Лоретту тоже обязательно заходим, покупаем билетики. Там нереальная красота, вообще супер классно. И от Лоретты у нас есть одна маленькая улочка, про которую все забывают. Парк, про который все забывают. И есть еще ресторан, который очень уютный. И до него в целом мало кто доходит. Я не уверена, что я сама дойду до него, потому что я могу его потерять. Но мне кажется, я плюс-минус помню, куда идти. И, собственно, сюда можно попасть двумя способами. Вы можете приехать прямо на остановку Пражский град, либо проехать 2 дополнительные остановки и выйти на Погорелцы, собственно, куда приехала я. Я считаю, что это самое такое нейтральное место, куда можно прийти, потому что там будет меньше людей на входе, но вы, конечно, потеряете другой вид на Пражский град. Там тоже очень красиво. Покажу фотки. Все с фотками сегодня будет, потому что всего обойти невозможно, а вы сможете уже потом выбрать, куда вы хотели бы пойти. Еще мне остается искренне надеяться и верить в то, что меня будет слышно. Потому что я повесила вроде микрофон, надеюсь, что все слышно. Ну, может, там села зарядка, как вы знаете. Тоже дело такое. И у меня сегодня очень хорошее настроение. Я давно не была в таком хорошем настроении. Я давно не была так счастлива. Правда, я сегодня ехала в трамвае. Просто ехала в трамвае, такая, блин, в каком охерительном городе я живу, как здесь красиво, и почему я иногда не вижу этой красоты. Действительно, ты порой настолько себе это все приедается, что такое, блин, ну опять эти соборы, опять эти старые дома, эти старые улочки. Но в один момент ты такой, блин, класс. Кстати говоря, вот этот вот ресторан, он с очень красивым видом. Еще, кстати, помимо этого места, здесь есть второе заведение. Мне кажется, вообще все проходят мимо. Я там была однажды, там очень красивый вид, но... А что но? Не но, просто все проходит мимо. Ничего не но. Для этого нам нужно спуститься вот в эту улочку. И пойти вон в тот ресторан. Вот, и вообще берите себе утреннее время, не знаю, часов 6 утра, 8 утра, и приходите сюда, чтобы хотя бы какие-то фотки сделать, потому что иначе все фотографии будут тупо с туристами. Ну, а мы, собственно, подходим к Лоретте. Она мне безумно нравится. Наверное, даже нравится больше, чем сам Пражский град. Там главное, если вы зайдете вовнутрь, помимо того, что там красивая выставка, там еще есть красивый балкончик. Я не знаю, на самом деле, мне кажется, здесь была тоже по осени, он работал, да, желтенький, там я в пальто была, 100%. Приложу фотографии против солнца, сори, не специально. Там, короче, красиво. Выходите на балкон, обязательно фоткайтесь, смотрите. Я, наверное, больше по фотографии, про что-то такое в плане
Ну, исторических данных я не очень сильна, а вот во фотографиях, да. Собственно, да, вот та самая Лоретта. Оригиналы вот этих вот чубриков стоят внутри. Те, кто беленький, это отреставрированные как бы, но здесь не представлены оригиналы. Все оригиналы стоят именно внутри. То есть здесь их копия. Значит, вот про вот это здание я расскажу вам, в чем его история. Кто-то там, откуда-то, кого-то, типа с окна туда-сюда, вот это вот произносить здесь нельзя. Значит, прямо от Лоретты, я извиняюсь, что у меня солнце светит прямо в спину, я не специально. От Лоретты мы идем в левую улочку, можно пойти и по правой, но мы идем с вами в левую улочку. Вот, кстати, парк, он сейчас закрыт, по всей видимости, он работает когда-то, когда я не знаю, я была там один раз за всю свою историю проживания в Чехии. Он все время закрыт. Вот. Посмотрю, как он работает, напишу вам. Там такие, знаете, он больше какой-то королевский, что ли. Там так все ровно пострижено. Вот смотри, даже вот куст торчит. Вот он. Там все ровно пострижено. Я не знаю, как этот стиль называется. Он как-то называется. Такое гладенькое, ровненькое. Тютелька к тютельке. Шушечка к шушечке. Вот. Здесь у нас совершенно пустая улица, где, казалось бы, можно было поделать какие-то фотографии, но что имеем, то имеем. Тыц. Знаете, что мне больше всего нравится в таких моментах? Что ты спускаешься вниз, а не идешь в горку. Мы с вами, кстати, возьмем сейчас там чай и заодно сходим в туалет. Потому что туалеты здесь везде все платные. Вот. Эта кафешка, мне кажется, она одна, такая типа полууютная. Не всегда она работает, она часто не работает. И мне кажется, даже нужно делать какую-то бронь. Есть еще вот такое вот, что-то очень милое. Вот, смотрите, какие-то макарончики продают. Тут всегда прям, смотрите, сколько людей там сидит. Уже сидят, кого-то ждут. Вот, по-моему, тоже кафешка. Но здесь как будто все закрыто. Я не знаю, на самом деле, живут здесь люди или нет. Слушайте, не закрыто. Русский. Коварно. Новый свет. Ну, вы посмотрите. Здесь вообще шикарно, мне кажется. Какая-то детская площадка. Летняя сцена дивадла. Ангел. Herci v životních rolích. У меня один вопрос. Куда мы сейчас придем? Не помню. И как-то раз летом мне удалось попасть вот в эту закрытую, не знаю, заграду. Здесь иногда проходят еще рыцарские бои. Вон там. Вон там. Но сейчас туда нельзя, поэтому я покажу вам, как обычно, фотографии оттуда. А мы с вами... А это Лоретта с другой стороны. Подождите, а что это такое? Это что-то типа Лоретта, но это не Лоретта. Это вот это здание. Ижиш. Окей. Окей, не так хорошо знаю область Пражского града, поэтому окей. В общем, получилось так, что мы сами обогнули все, что можно было обогнуть. И
Сейчас спустимся с самой красивой лестницы, по моему мнению. И я в предыдущем видео была около Карлова моста. Я говорила о том, что я не люблю эту лестницу, и лучше езжайте на Погорелец, чем поднимайтесь по ней. Собственно, мы по ней сейчас с вами спустимся. У меня стали уже замерзать руки, и я решила, что в целом можно уже пойти домой, потому что вам хватит мест, чтобы прогуляться целый день, а может даже и 2. Пока вы посмотрите Пражский град, пока вы пройдете в галерею, пока вы пойдете в Лоретту, пока вокруг походите, чаечек, кофеечек. И в целом это вам покажет Прагу более чем. Пока.